Здравствуйте, мои дорогие подписчики, мои зрители. Я сегодня хочу сделать такой мини-обзор на колоду Лики Смерти Faces of Death. Я не видела достаточно каких-то обзоров, прежде чем купить эту колоду. Она вот мне пришла буквально только-только. Я очень ее ждала. Прежде что я хочу сказать. Ну, на вид, конечно, колода сначала мне не очень понравилась, потому что карты, достаточно тонкие, я считаю. Но, в принципе, из-за того, что они покрыты матовым таким ламинатом, держать их приятно. И, в принципе, вот эта тонкость такая, вот, которая может быть даже раздражать, но не замечается. Так что, в принципе, простительно. Пришла она вот в такой коробочке, соответственно, не очень удобный. Студию это Terraco Studio производит. И есть такой мини-буклет, здесь небольшие есть описания самих карт. В принципе, если даже вот посмотреть на какие-то такие стандартные значения, то можно понять, что колода, она больше показывает больше негативных таких немножко теневых сторон. Все-таки. Но, в принципе, некоторые значения, они и сохраняют свои положительные, но это как бы буклет, это так, ключевые слова. Мое мнение немножко отличается, наверное, но, тем не менее, я пока еще много с колодой не работала, я только буквально просмотрела, и она мне очень понравилась. Давайте просто просмотрим. Первая карта, это у нас дурак. Мы видим такого интересного господина в маске. Мне очень нравится, что здесь есть значение планеты, соответствие знаком зодиака, что может немножко служить подсказкой по времени и другим каким-то там, например, значениям, если вы немного знакомы с астрологией и со знаком зодиака, но я думаю, что большинство знакомы. Очень понравилась мне эта карта, то есть у меня ощущение здесь, что это, в принципе, дурак-то он не такой дурак, он, скорее всего, носит какую-то маску, и, может быть, этот, скорее всего, хитрец и лжец. Также видим здесь пентаграмму вниз, да, то есть, что, может быть, его легко подкупить, или он может легко подкупить и обмануть. Такая как-то у меня пошла информация, очень интересно. Мне дурак сразу понравился. Я обычно колоду, в принципе, выбираю по этой карте. Дальше у нас идет маг. Здесь у нас дама колдует что-то над книгами, стихии. Соответствие Дева и Меркурий. Дальше Верховная жрица. Значения здесь многие, конечно же, отличаются. Здесь надо рассматривать и глифы, и вообще, в принципе, значения. Некоторые карты мне очень понравились. Императрица. Например, императрица. Вроде как и не так уж у нее все плохо, да? И не так уж у нее все и хорошо, и нет какой-то полноты, и что-то она не видит. То есть какие-то вот такие вот негативные, да, есть моменты. Император строгий. Дальше Верховный жрец. Ой, очень понравился мне. Очень тяжело на самом деле снимать, потому что я смотрю, что есть блики от колоды, и никак не получается даже настроить свет, чтобы вот она не отражала вот это все влюбленный. Я уже видела что-то подобное в Санта-Муэрто, но там немножко другое, конечно. Колесница. Сила. Люблю, когда изображают силу, и никто там никого не убивает. Здесь, соответственно, лев солнца у нас. Отшельник. Такой немножко воинственный, да? Воинственный, уже он знает, обладает какими-то знаниями. Колесо фортуны. Справедливость. 11. Повешенный. Повешенный, конечно, немножечко своеобразный. Смерть. Смерть здесь вообще как война уже какая-то. Терпение. Мне очень немножко так улыбнулась эта карта, потому что ощущение, что терпения-то уже не хватает. Как-то и так немножко.
Дьявол, нет здесь людей, закованных в цепи. Здесь вообще мне показался дьявол тоже таким каким-то магом. Ну, не магом, а обладающим таким какими-то знаниями, силой. Прям вот такой мощью как-то вот идет от него. Мощь. Башенька здесь не такая уж прямо страдальческая, как на многих колодах. И звезда. Луна. Не нравится мне здесь, конечно, этот крест, но уже можно пофилософствовать, просуждать. Солнце. Кстати, очень интересно изобразили солнце и пентаграмму. То есть вроде как солнце, оно солнышко, но оно может и сжечь. И надо быть аккуратным. Справедливость воскрешает там кого-то из мертвых. Мир. Дальше пошли жезлы. Туз жезлов. Двойка. Здесь, на самом деле, останавливаться на каждой карте можно очень долго разговаривать и размышлять. Тройка. Но это уже будет какой-то, наверное, отдельный видеокурс. Четверка жезлов. Вот так как-то. Пятерка. Ну, здесь стандартно, скорее всего, все друг другу бьют морду. Шестерка. Веночек. Семерка. Очень понравилось, что вот здесь какими-то просто обычными, простыми символами, но очень как-то вот так четко донесен сам смысл карты. Восьмерка. 9. Ну, десятка человек взял в охапку. Прям действительно люблю такие вот, когда так изображает юный паж. Рыцарь в котле что-то там варит, что-то создает. Королева такая вся. И король. Дальше идут кубки. Не очень люблю, когда изображают какие-то вот кресты, надгробия, но в принципе здесь тоже есть, да, какой-то такой смысл, что, может быть, вы не туда тратите свои силы. Соединение. Тройка. Пятерка, да, там что-то разлили, что-то сохранили. 6. Смотрю, что еще изображение было хорошее, а то как-то размазывается. Я прошу прощения, как-то не получается. 9 кубков. Ну, конечно, да, сложно соотносить с каким-то там праздником, но тоже можно подумать, поразмышлять, что она может означать. 10. Дальше идет такой милый у нас паж. Рыцарь. Королева. И король. Мне очень понравилось здесь король. Здесь изобразили ему 666. Причем, ну, какой-то немножко намек на дьявола. Но я тогда подумала, почему тогда он и не в монетах. Но в монетах он тоже там есть. И, в принципе, тоже неплохо. Вот как-то так. Мечи пошли. Двойка. Тройка, сердце. 4. Ну, отдыхом это сложно назвать, да, но отправился куда-то на покой наш товарищ. 5. 5 пентаграмма. Куда-то, что это крысы какие-то, да, ползают неприятно. А вот здесь вообще меня удивило немножко, что здесь голова, между прочим, из какого-то фильма, из какого-то, по-моему, сериала, зачем ее сюда влепили, но ладно. Так, 7. 8 вообще мечи очень прям такие, они
сильная здесь мазь, вот на мой взгляд, вот кубки как-то так себе, жезлы, вот, а мечи прям очень мне понравились, прям я вот держу и уже читается какая-то информация, ну, десятка тут, конечно, закололи все, прям супер, супер. Посмотрим, как колода будет в работе, но вот на первый взгляд она, конечно, достаточно мощная. Так, монеты пошли. Двойка, но у монет здесь мало символизма, на самом деле. Не знаю почему. Как-то ничего особо так не добавил автор. Вот, например, 6 весы здесь, да, какие-то изображены. Семерка. 8, череп. 9 и 10. Тоже десятка такая, да, вроде положительная, но здесь как бы и не знаешь. Ворон сидит на этой монетке. Паж. Рыцарь. Королева. Немножечко забавная здесь такая королева. Обычно королева монет, она в достатке, да, но здесь, видимо, что-то не так у нее. И король тоже обложился весь деньгами, пламени. В общем, такая интересная на самом деле получилась колода. Мне очень понравилась. Я потом, может быть, как-то с ней поработаю, сделаю обзоры. В принципе, у нее много таких как-то и теневых моментов, и, в принципе, она может работать и по стандартному, да, там, например, вот двойка, ну что тут, соединение. Соединение, оно всегда есть соединение, никакого негатива здесь нет. Очень понравились здесь глифы. Ну, в общем, такой был мой мини-обзор. Вот, спасибо за просмотр, ставьте лайки. Увидимся в следующий раз.